Металлоискатель Quest Q40 — это средняя модель из линейки Quest Q. Благодаря трехсоставной штанге при необходимости можно быстро отрегулировать длину металлоискателя под свой рост. Блок управления с помощью крестовой отвертки можно отрегулировать под длину предплечья. Таким образом, вы получаете легкий компактный металлоискатель с хорошей глубиной обнаружения, который подойдет для взрослых и детей. Quest Q40 работает на частоте 13 кГц. Блок металлоискателя влагозащищенный, но погружать его под воду нельзя. Аккумулятор на 2000 мАч, он встроенный, находится в блоке управления, заряжается через USB. Разъем для подзарядки аккумулятора и подключения проводных наушников находится на тыльной стороне блока. Металлоискатель комплектуется катушкой Raptor 11 на 9 дюймов, проводными и беспроводными Bluetooth наушниками. Время работы прибора с беспроводными наушниками 20 часов, с проводными или через динамик 30 часов. Также в комплекте есть защитный чехол на блок управления. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке находятся клавиши регулировки громкости, справа кнопка включения подсветки дисплея и кнопка включения Bluetooth. На лицевой панели находятся кнопки выбора режима поиска и регулировки настроек, кнопка включения и меню настроек, кнопка Pinpoint, кнопка баланса грунта и дисплей. Вверху на дисплее находится шкала идентификации целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение VDI и звуковой отклик. Таким образом, мы примерно понимаем, какая цель находится под катушкой. Шкала с сегментами дискриминации находится слева. Значения VDI выводятся по центру экрана. Металлоискатель Quest Q40 имеет 20 сегментов дискриминации и 6 вариантов озвучки на выбор. 1 тон, 2 тона, 3 тона, 4 тона, 5 тонов и 6 тонов. Мы покажем пример на трехтональной озвучке. В первые 8 сегментов с VDI от 0 до 40 попадают все цели из черных металлов, железные, и озвучиваются низким тоном. В сегменты с VDI от 40 до 70 попадают цели из цветного металла с низкой и средней электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются средним тоном. В сегменты с VDI от 70 до 99 попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. Помните, что точные позиции разрыва тона различаются в зависимости от выбранного вами режима поиска. Сверху на дисплее мы видим уровень громкости прибора, значок подсветки, значение баланса грунта, значок Bluetooth и уровень заряда аккумулятора. Ниже установленный уровень чувствительности, рядом индикатор глубины залегания цели. Каждое деление означает глубину 5 см. Если при обнаружении цели горит первый сегмент, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горит четвертый сегмент, цель находится на глубине около 20-25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метра. У Quest Q40 6 режимов поиска, 4 из них имеют предустановленную маску дискриминации, 2 пользовательские. Настройки режимов. Режим «Все металлы». Здесь маска дискриминации открыта полностью, изменить ее самостоятельно невозможно. Режим имеет озвучку pitch и подходит для поиска всех целей из цветного и черного металла. В этом режиме можно настроить чувствительность, нажимая кнопку со стрелками. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Также в этом режиме можно отрегулировать уровень отстройки от грунта. Это функция GK. Показатель баланса грунта вынесен на дисплей в верхней строке. Круговая диафрагма показывает степень минерализации грунта. Также эта функция позволяет настраивать баланс грунта вручную. Если вы работаете под линией электропередач или рядом с другим прибором, могут возникать помехи. Чтобы от них отстроиться, нужно воспользоваться функцией FreQ. Выберите один из 8 каналов, на котором металлоискатель будет работать максимально стабильно. Режим «Пляж» подходит для работы на соленых почвах. Маска дискриминации по умолчанию отсекает цели из черного металла и не озвучивает их. Этот режим, как и другие, можно настроить под свои задачи. Здесь также можно изменить уровень отстройки от грунта. Открыть или закрыть маску дискриминации. Для этого нужно зайти в настройку Target ID и нажатием на стрелки и кнопку M выбрать нужное значение. Контуры прямоугольников показывают, насколько у вас открыта маска дискриминации. Еще в этом режиме можно изменить уровень чувствительности железа. Это функция FSN. Она нужна, когда вы ведете поиски на сильно замусоренных местах и из-за железа не слышите сигнала от хороших находок. При включении этой функции будет больше шансов не пропустить хороший сигнал. Также в режиме «Пляж» можно выбрать один из каналов отстройки от помех и выбрать тон озвучки из 6 возможных в настройке «Тон». Режим «Украшения».
Используйте для замусоренных мест. Данный режим имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цель из цветного металла от металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает мелкие цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. В этом режиме можно настроить баланс грунта, открыть или закрыть маску дискриминации, изменить уровень чувствительности железа, отстроиться от электропомех и поменять тон озвучки. Режим монеты – самый стабильный режим, а скорость восстановления чуть ниже, чем у режима украшения. Используйте в местах без большого скопления металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска все цели из черного металла и не озвучивает их. В этом режиме также можно настроить баланс грунта, открыть или закрыть маску дискриминации, изменить уровень чувствительности железа, отстроиться от электропомех и поменять тон озвучки. Пользовательские режимы 1 и 2 можно настроить под свои задачи, выбрать нужный уровень чувствительности, отстройку от грунта, открыть или закрыть маску дискриминации, настроить уровень чувствительности железа, отстроиться от электропомех и выбрать тон озвучки. При выключении металлоискателя настройки всех режимов сохраняются. Настройка на грунт. Ее необходимо выполнять каждый раз перед началом поиска для эффективной и стабильной работы металлодетектора. Перед настройкой выберите чистое место в режиме «Все металлы», затем нажмите и удерживайте кнопку баланса грунта. Двигайте катушку на расстоянии 2,5-15 см над землей. Во время настройки вы увидите цифры. Баланс грунта будет настроен, как только вы услышите звуковой сигнал, и цифры перестанут меняться. Баланс грунта будет продублирован на дисплее в верхней строке, а круговая диафрагма покажет степень минерализации грунта. Если невозможно отстроить баланс грунта на сильно минерализированных почвах, то не забывайте, что с функцией GK это можно будет сделать вручную на любом режиме. Подключение Bluetooth наушников. Перед подключением включите металлоискатель и наушники. Для подключения беспроводных наушников нужно нажать кнопку Bluetooth справа на блоке управления и поднести наушники, чтобы они находились не дальше 13 см от блока управления. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока прибор не перезагрузится. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Помните, что при сбросе настроек до заводских все настройки режимов, в том числе и пользовательских, сбрасываются. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем по возможности вести поиск с полностью открытой маской дискриминации. Так у вас будет меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели — воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо удерживать клавишу Pinpoint и сделать несколько махов над целью. По приближении катушки к цели звук будет нарастать.